Здравствуйте, меня зовут Анастасия, добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я расскажу, сколько мы тратим в месяц, живя в Измире. У нас в семье 4 человека, 2 из них которых дети. Мы, к сожалению, у нас пока нет своего жилья, мы на съемной квартире. У меня муж риэлтор, как говорится, сапожник без сапог. Но у него основная специализация – это земельные участки, плантации оливковые. Мы снимаем квартиру возле моря в шаговой доступности в провинции Измира. Очень спокойное, очень тихое место, мне очень нравится. Если вам интересна тема квартир, за сколько можно снять, за сколько можно купить, в описании под видео оставлю ссылочку, можете зайти посмотреть. Сейчас первый раз за все это время, что я здесь живу, я в Измире стала слышать много русской речи. Раньше такого не было. В связи с событиями, которые сейчас происходят в мире, очень большой наплыв русскоязычных людей, как с Украины, так и с России. И сейчас очень большая проблема со съемным жильем в Измире. Практически, в принципе, в Измире очень тяжело найти съемное жилье. Сейчас у моего мужа, например, ни одной квартиры нет для сдачи. У нас квартира 2+1, это зал и 2 комнаты. Здесь зал считается отдельно, комнаты считаются отдельно. Это как по-нашему трехкомнатная квартира. В стоимость коммунальных услуг входит это аренда квартиры, она у нас составляет 4000 лир. Это электричество. Электричество в этом месяце у нас пришло 500 лир. Вода у нас составила 50 лир в этом месяце. Смотри, это паутину мне крутит, эта скотина. Ну-ка, подуй на него. У нас в доме стоит домашний интернет, Турктелеком называется. Мы за него платим каждый месяц 120 лир, но у нас интернет-пакет безлимитный. Первые 3 месяца было абсолютно бесплатно. И газ. Так как мы живем в провинции Измира, у нас газ не везде повсеместно, центральный газ проведенный. Есть еще некоторые дома, где не провели. Мы покупаем баллон с газом, он у нас обходится 300 лир, но я не считаю, на сколько месяцев, месяца 2-3 нам хватает этот газ. Мы общественным транспортом практически не пользуемся, у мужа есть машина и свободный рабочий график, поэтому мы везде практически ездим на своей машине. Бензин в Турции довольно-таки дорогой, за 1 литр 25 лир. Мобильная связь в Турции тоже достаточно-таки дорогая по сравнению с странами бывшего СССР. Здесь 1000 минут и 1000 смс бесплатно и 10 гигабайтов. За это каждый месяц у меня муж платит 70 лир. И мой пакет где-то около точно так же. Мы практически продукты в магазине не покупаем. Те, кто следит за моим каналом давно, уже знают, что у нас практически все свои продукты. Мясо тоже мы кушаем свое. Где мы покупаем, что мы с ним делаем, как замораживаем морозильную камеру. Я вам в описании под видео оставлю ссылочку. Обязательно заходите, смотрите. Рыбу свежую мы берем тоже на базаре. Здесь очень много разных сортов. Выбор просто пруд-пруди. У нас есть море рядышком, поэтому рыбка у нас всегда свежая. Здесь что еще очень мне нравится, рыбку чистят прямо на месте. Потрошат, чистят, как вам удобно, вот эти мужички. Овощи у нас тоже сезонные. У меня выращивают свекровь со свекровью. Молочку мы покупаем в Мандре, есть такой магазин в Турции, там оно всегда свежее, а вообще стараюсь покупать у деревенских на базаре. А вообще на каждом базаре есть вот такие деревенские жители, деревенский базар, на котором я люблю отовариваться. То, что я не могу здесь и найти, потом уже я беру в магазинах. Воду мы набираем тоже в источнике, воду мы не покупаем. У нее в баклажках специфический вкус, который мне абсолютно не нравится. В Турции есть бесплатные источники воды, где вы можете набрать питьевую воду. Хлеб я тоже не покупаю, я пеку на закваске. Но когда мы хотим что-то разнообразить, я хлеб покупаю тоже в хлебном магазине в специальном. Там хлебушек всегда горячий, всегда свежий, особенно с утра. Сливочное масло я тоже покупаю на базаре, либо в холодильниках, либо также у деревенских жителей.
Сливочное масло мы берем только на базаре. Здесь я больше как-то доверяю им. Tereyağı kilosu ne kadar? 125. Вот такие вот отдельные целлофаны эти заворачивают. И вот такой целый магазин. Есть также и с этой стороны. В общем, на базаре везде эти холодильники. Бывает соленая, а бывает обычная. Колбаса в Турции не такая, как у нас. Она продается в сыром виде. Внутри она фаршированная то ли мясом, то ли фаршем. В общем, не знаю чем. Ее обязательно нужно обжаривать. Сырую колбасу они здесь не едят. Когда я привезла своему мужу с Белоруссии копченую колбаску, он у меня еле-еле приучился ее кушать. Все его тянуло ее обжарить. Колбаску я эту покупаю тоже в Касаба мясная лавка, там всегда она свежая, хорошая колбаса. Яйца у нас также несутся свои курочки, но когда у нас заканчивается сезон яичек, мы их покупаем на базаре. В Турции яйца очень хорошие. Яички я беру тоже на базаре исключительно. Есть также домашние, здесь прям написано кё. Если хотите домашние, тоже цена немножечко отличается. Муку я покупаю в маркетах. В Турции мука довольно-таки дорогая, но не потому, что они не выращивают, а здесь много выращивают пшеницы, а, видимо, потому, что очень большое количество уходит на импорт или экспорт, как правильно. Муку тоже я беру вот такую, сразу 5 килограмм. 55 лир она стала. Масло и оливки у нас тоже свои. Если вам тоже интересна эта тема, заходите ко мне на канал. По этому поводу у меня очень много видео. Ну а вообще оливки тоже продаются на базаре. На базаре очень большой выбор. Сразу с ценами. Вкус совершенно отличается от своих. Крупы и макароны в Турции довольно-таки дешевые. Мы их тоже покупаем в магазине. Цены довольно-таки на макароны здесь дешевые. Вот такие разных видах. Йогурт – это не совсем йогурт, как привыкли понимать мы, это как по-нашему простокваша. Я ее делаю тоже сама, но вообще в Турции йогурт очень любят, они без него практически не едят ни одну еду. Я сама делаю. А так вообще в Турции очень много вот такими прям ведрами. Турки очень любят йогурт. Также есть суджук колбасы. Это не такая колбаса, как у нас. Ее нужно обязательно обжаривать. Они сырую колбасу не понимают. Либо кто-то варит ее. Вот такие колбаски. Алкоголь. Мы, в принципе, не пьем алкоголь с мужем. Ну, а вообще я делаю сама домашнее вино. А в Турции алкоголь очень дорогой, прям вот реально дорогой. Но, с другой стороны, тем оно и лучше. И бытовую химию, конечно же, я беру тоже в маркетах. Беру сразу больших размеров. Мне в Турции очень нравится бытовая химия. Здесь каких только видов нет. И они действительно все работают очень хорошие. Цены довольно-таки тоже недорогие. И, конечно же, Сигорта. Сигорта – это медицинская страховка. В Турции на семью, если работает только муж, и он платит страховку, у меня муж платит за страховку каждый месяц 2000 лир. Но этой страховкой пользуемся мы все в семье, жена и дети. Здесь я подвожу свои итоги нашей месячной затраты. Если вам было интересно видео, подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте лайк. И делитесь моими видео со своими друзьями.